Всем привет, ребят! Сегодня у нас ролик про лучшие дроп-споты. Постараюсь показать вам, во-первых, новые локации, которые появились на Верданске 84. Это Summit, Salt Mines, ну и еще парочка мест, там различные кемпы. Вот, чтобы вы понимали, какая разница вообще есть с обычным Верданском, насколько эти споты хороши. А также расскажу, куда лучше падать для агрессивной игры, для пассивной игры, да, для сейвовой, чтобы вначале не умирать. Куда падать, если вы хотите, там, не знаю, почекать зону, сделать как можно больше баунти-контрактов, найти как можно больше денег. В общем, множество различных вариантов, все их постараюсь вам показать. Если ролик понравится, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие обучающие, можно сказать, видосы. Ну все, погнали! С бонусов накопила. У меня в руках Нави карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави карту от Тинькофф. Так, ну что ж, начнем смотреть. Я зарегал пландер, потому что тут игра подольше, и зона никак тебя не ограничивает, чтобы я смог в разные локации полетать и все вам показать. Еще и самолет такой удачный прямо по центру, тут уже дальше зависит от того, как меня будет резать. Давайте начну со своих любимых локаций. Мои любимые локации — это Суперстор. Сразу стоит уточнить, что я играю достаточно агрессивно, стараюсь сделать как можно больше киллов, и поэтому моими любимыми локациями является Суперстор. Нравится Factory, новая локация, которую добавили, позже расскажу и покажу, если вдруг кто-то еще не видел. Ну, я думаю, все уже там бывали, потому что оно близко к центру расположено. Также очень люблю падать на поезд, что мы сейчас и сделаем, кстати. Госпиталь мне нравится, и иногда падаю в Трейнстейшн, когда слишком часто сливаюсь в Госпитале и Суперсторе. Вот такие вот мои излюбленные споты, но в основном Суперстор, Госпиталь и поезд. Три любимых спота. Упадем на поезд. Насчет поезда расскажу. Он катается по всей карте, спавнится в рандомном месте и едет по всей карте. В чем плюсы? Вы прямо со старта можете спокойненько набрать денег на лодаут. Потому что, во-первых, он очень быстро лутается. Но из минусов почти всегда с вами есть какой-то контест на поезде. Да, даже в пландере. Вот, но на поезде, во-первых, спавнится бесконечно флажок, то есть контракт, который позволяет чекать зону. Вы его выполняете, ждете там около минуты, и появляется еще один. Также очень много сундуков, ну, в районе, наверное, 7 спавнов здесь. Не забывайте пролутывать вагон обязательно. И также здесь можно пополнить патроны. Вот здесь ящик с патронами. Локация очень крутая. Ну как, это даже локацией-то не назовешь. Очень крутая опция для того, чтобы залутаться. Чаще всего я нахожу деньги на лодаут. Ну, если я падаю в соло на поезд, если со мной никого нет, я сам пролутываю все сундуки. Чаще всего у меня будет больше 10 тысяч или около того. И вы просто выходите возле ближайшего магазина. Вот здесь часто магазин спавнится, например, да, если поезд у вас по такой траектории едет. Я так понял, в пландере вообще, в принципе, маловато магазинов. Ну, в общем, на первый попавшийся магазин вот тут есть спавн, здесь парочка. Тут еще вот тоже удобно, от рельс как раз можно добежать. Берете лодаут и идете уже сразу после этого файтиться. Полетели в Суперстор. Ну, я думаю, про Суперстор даже рассказывать не стоит, все и так знают, но вкратце все-таки пробежимся. Суперстор — это самая богатая на лут локация. Там очень много денег. Очень часто можно найти щиты, подгузники. Ну, кстати, забыл уточнить насчет поезда. На поезде спавнится больше половины сундуков обычно красные. И из красных сундуков постоянно падают армор сэтчелы, то есть вот эти подгузники, которые 8 арморов дают. Очень часто падают коробки с патронами, коробки с арморами. В общем, я не помню, чтобы я хоть раз вышел с поезда, и у меня не было разгрузки. Это тоже стоило уточнить, я только сейчас про это вспомнил. Ну, в общем, Суперстор богат деньгами, поезд богат деньгами и разгрузками, но оверолл, естественно, в Суперсторе денег больше, потому что это, в принципе, большая лока. Тут и на крыше лут спавнится, и на втором этаже, и на первом. Если со мной в Суперсторе никого нет, я могу в соло вынести 20-30 тысяч из него.
Вот, если же с вами контест, то постарайтесь максимально быстро убить своих противников, чтобы они не забирали деньги, потому что когда с них деньги падает маленький процент, то есть далеко не все. Как реворкнули Суперстор? Очень круто, что добавили вот эти окна наверху. Я только в них теперь дропаюсь, то есть я в это окно обычно падаю, приземляюсь сюда, беру пушку сразу, да, и начинаю файтиться. Вот здесь обычно ганы какие-то спавнятся. Берешь, начинаешь убивать окно, мидл, кассы, да, и так далее. Вот, здесь добавили очень много проходов. То есть раньше здесь просто была полка и все. Теперь добавили кучу проходов различных. Можно на этих полках сверху играть. В общем, вариантов розыгрыша очень много. Меня очень часто убивают люди, которые как раз с полок разыгрывают. На полку можно приземлиться либо через окно, либо вот тут можно подняться. В общем, если вы будете много наигрывать Суперстор, вы сами будете знать все эти лазейки, где и как можно залезть, и как лучше разыграть. Вот, стоит бояться офиса, потому что это как раз одно из тех мест, которое осталось темным. То есть они постарались переделать различные темные места, чтобы было хорошо видно соперников, но вот тут по-прежнему никого не видно, только если прицелиться там в снайперский скоп. Так что я обычно это место обхожу, играю через центр, и там уже пушу сбоку. Вот, ну, спот отличный, еще раз повторюсь, всегда можно найти и какие-то стартовые пушки, и арморы, а самое главное деньги. И рядом еще и 2 магазина спавнится. Вот здесь магазин есть на парковке, и на бургере. Вот, но если даже их нет, то вы спокойненько можете дойти до полицайки или до автобуса. Вот здесь теперь магазин спавнится. Да, если что, я помечаю именно магазины. И бывает такое, что даже там нет, тогда можно закупиться в Factory. Пойдем как раз покажу эту локацию, расскажу про нее чуть больше. Factory — это одна из новых локаций, которая появилась в Верданске 84. Сразу говорю, она очень сложная, особенно вот это здание. То есть, чтобы вы понимали, в него можно зайти с 4 сторон, да, с любой стороны. Здесь есть подвал, вот с такими проходами. И, как вы могли понять, по этому подвалу можно пройти в следующий ангар, в следующее здание. И на этот ангар, и на тот ангар можно забраться различными способами. Здесь есть как зипка. Минуточку. В общем, здесь есть как зипка, так и различные лестницы. Ну, пожалуй, самый такой сейвовый подъем — это вот этот. Как по мне, они переборчили. Сделали эту локацию слишком сложной. Очень много мест, где можно крысить. Я довольно часто умирал от ребят, которые сидят на этой крыше и кемпят вот это вот окно. И также на балку вроде как можно запрыгнуть. Да, вот можно на балке сидеть. В общем, здесь невероятное количество спотов, где можно крысить, поэтому не рекомендую сюда падать. Вот, и по луту локация не самая крутая. Как по мне, она была добавлена для того, чтобы те, кто падают в Суперстор, могли сюда прийти, закупиться и подфармить киллов, потому что тут ребята без лута, без денег, без арморов, потому что они уже файтятся тут в течение 5-10 минут. В общем, факторка — это такой спот, куда ты приходишь из Суперстора, чтобы пофармить киллы. Не знаю, зачем сюда еще можно падать. В общем, локация крутая, интересная. Падать в нее в начале, чтобы тут полутаться, эта идея плохая. Также область, которая мне нравится, это аэропорт. Не именно сам аэропорт, а вот эти вот все домики, ангарчики. Тут можно подфармить много киллов. Можно вначале, например, дропаться вот на этот вертолет и лететь, давить людей на крышах. Вот на полицайку часто падают, на эти крыши, на эти крыши. Вот. Ну, в ангаре, к сожалению, не подавишь, потому что ты, скорее всего, врежешься во что-нибудь и взорвешься. Вот этот завод очень жирный на лут. Если с вами нет контеста, да, никто не падает, то можете за этот завод спокойненько найти денег на ладаут. 10 тысяч там и больше. Сюда я не люблю падать, потому что здесь дурацкие вот эти дома. Пятиэтажки, на которые очень долго забираешься, и там еще и лестницы постоянно сидят, кемпят. Вот, мне больше вот эта область нравится. Завод, пожарка.
и ангарчики. В ангарах тоже достаточно много лута, очень часто спавнятся красные сундуки. Не так, как на поезде, но все равно достаточно часто. А красный сундук это что? Это чаще всего сэтчел. Ну, наверное, в каждом втором красном сундуке лежит по разгрузке. Это очень здорово. Вы сразу получаете 8 арморов с нулевой. И это решает, так как многие вообще без арморов бегают на старте. Так как они, ну, пофайтились, и у них просто плашек нет. Вертолет вам показал и рассказал про него. И только сейчас до меня дошло, что мне будет проще рассказывать о карте, используя как раз таки этот транспорт. Сейчас мы полетим и посмотрим, наверное, саммит. Потому что это новая локация. Пока летим туда, расскажу про милитари базу. Чем хороша военная база? Тем, что здесь спавнится вертолет. Всегда 100%, так же, как и здесь. Так же, как и в госпитале. Просто есть не 100% вертолеты, например, TV Station. TV Station, кстати, мне вообще не нравится. Я раньше туда падал. Но там нет ни лута, ни контрактов чаще всего, да, каких-то хороших. Вертолет там спавнится через раз, то есть далеко не в каждой игре он там есть. Единственное, чем хорош TV Station, это найти начальный ган, сделать фраги какие-то и пойти потом пушить эпоху, деревню. То есть, если вы пытаетесь собирать киллы, то еще могу понять. Но вы это будете делать без лодаута, а надо ли оно вам? Наверное, нет. Так что проще упасть на поезд или в суперстор для того, чтобы фраги делать. TV Station нужно бафать, им надо добавлять туда лут 100%, потому что локация слабенькая. Так, давайте расскажу про саммит. Это переделанная дамба. Наконец-то сделали вот такой вот мост, где можно пройти полностью, потому что бывало такое, что вот если ты играешь внизу, то ты просто не можешь подняться на дамбу. Единственная зипка, да, вот здесь была, которую постоянно кемпили, и ты просто умирал от зоны, если ты заранее не поднялся. Сейчас же сделали все круто. Добавили вот такие вот фуникулеры, для того, чтобы можно было подняться снизу вверх, да, если вдруг вы не хотите бежать по опену, что логично. Здесь также добавили фуникулеры для того, чтобы перемещаться из второго здания в здание А. В общем, в спутник коммуникации. Также здесь спавнится вертолет. Иногда я достаточно часто вижу 2 вертолета, я не знаю. Да, ну вот здесь... Да, похоже, здесь 2 спавна. Видите, 2 вертолетные площадки. И бывает, что даже 2 вертолета тут спавнится. Это здорово, это я впервые такое вижу на самом деле в Warzone, чтобы в одном месте 2 верта спавнилось. И по луту здесь достаточно неплохо. Могло быть и лучше, но если у вас хороший самолет, в скобочках вертолет теперь, под эту локацию, то можете попробовать. У вас будет верт, вы доберетесь до круга, вы неплохо так полутаетесь. Насчет спавных магазинов я не уверен. Но я думаю, хотя бы один магазин здесь есть. Если нет, то где-нибудь тут по-любому найдется. Вот этот, например. В общем, интересная локация. Что это там внизу такое? Я там ни разу не был. Давайте посмотрим. Я еще сам не все выучил до конца. Ага, магазинчик как раз внизу. И тут, похоже, тоже можно полутаться. Я первый раз в этом месте, вот конкретно в этой подземке. Тут, наверное, зипка наверх какая-нибудь, да, есть? Или лифт? Нет, ты тут выходишь насквозь. А как подняться-то? А вот не знаю. Пишите в комментах, если вы в курсе. Возможно, есть специалисты, которые уже изучили это место. Во, я нашел. Все равно пишите, если что. Так. Да, все-таки тут лифт наверх есть. Прикольно, очень круто сделали. Мне вот эта локация максимально нравится, но мне кто-то кинул кластер, поэтому полетели отсюда. Расскажу про милитари базу. Побольше. В милитари базе очень много контрактов. Достаточно удобно файтиться. Мне нравится, они немножко переделали. Вместо палаток, точнее, уменьшили количество палаток и поставили 2 казармы сюда. В казармах очень неплохой лут, они двухэтажные. Здесь еще одна казарма. В общем, с этих казарм можно очень много денег вынести. Плюс вы можете почекать зону, выполнить лупу или баунти контракт сразу взять, полететь, да, на верте, который спавнится, кстати, вот здесь. Правильно поставил? Вроде правильно. Вот, милитари база отличная локация. Мы с ней играли, кстати, прошлый турнир. Ну как играли? Мы в одной игре только туда упали, потому что вначале с нами был контест.
Но в будущем, если будут какие-то турниры в кастомках, я думаю, будем драться просто и отбивать этот спот, потому что для турнира он вообще отличный, именно для сейвовой игры, потому что рядом с вами никого нет. Вот здесь люди есть, но это очень далеко, да, сами понимаете, они к вам никогда не подойдут. Это тоже далековато от вас, Salt Mine, понятное дело, тоже далеко. Сами здесь, в этих домах, вряд ли кто-то будет лутаться. Если и будет лутаться, то он к вам не пойдет, потому что, ну, там ни лодаута не будет, ничего. В общем, милитари база отличный спот, если вы его отбиваете, вы в кайфе, скажем так. Вы делаете контракты, лутаете бабки, берете лодаут и летите куда хотите. Рекомендую этот спот. Salt Mine хотел вам показать, но в принципе это просто переделанный, точнее переименованный квори. Там мало что поменяли. Самое большое изменение это то, что вот эту локацию очень сильно поменяли. Вот именно вот эту часть, которую я сейчас курсором обвожу. Там было вот это дурацкое здание, в котором все постоянно кемпили, да, многоэтажное. Плюс очень тяжело было забираться на горы. Сейчас упростили вот этот подъем. Полностью убрали это здание. Как по мне, локация стала интересней. В ней, естественно, море лута, очень много контрактов. Из минусов тут не спавнится вертолет. Вот. Но если вам вертолет не нужен, если вы ротируетесь на тачках, да, транспорт здесь тоже не особо спавнится. Есть стопроцентный... Не стреляй, пожалуйста. Есть стопроцентный грузовик. Видимо, здесь еще один. Раньше его не было. И, в принципе, все. Вот здесь, по-моему, спавнится джип еще. В общем, по транспорту маловато. Часто бывает такое, что я тут, залутавшись, бегу пешком в зону. А это неприятно. И мы пролетаем мимо новой локации. Это у нас дуга. Здесь были просто домики. Пара домов. По-моему, 3 дома было. Так вот, поставили дугу. Добавили казарму. Добавили вот это здание. И в принципе, здесь можно лутаться. Потому что и на дуге есть лут. И здесь... Ага, mission complete. Неплохая концовка. В принципе, лут спавнится и на дуге, и в домиках. Дерево и... Сюда тоже можно падать, здесь можно лутаться. И можете еще брать снайперку с 15х, забираться наверх дуги и отстреливать всю карту, если у вас зона. Я так пробовал делать, в принципе, очень весело. Но почему-то меня очень часто замечали. Видимо, по трассеру видно, где я нахожусь. Место достаточно интересное. Можете попробовать сюда подропаться. Ну что ж, ребят, продолжим. Давайте я просканирую по-быстрому споты. Да, в принципе, я могу вкратце рассказать про каждый, но если что-то интересное есть, что стоит показать, то я обязательно покажу. Давайте пробежимся. Вот здесь добавили новый кемп. Он очень маленький, там всего 2-3 дома, и лут там слабенький. Я туда падал, пробовал. Вот в эту область я бы не дропался все-таки, потому что лута там мало. И по транспорту беда тоже. Нет ни вертолетов, ни КАМАЗов. Это самый безопасный транспорт. Сам аэропорт. Достаточно сложная локация. Очень часто тебя убивают с крыши, когда ты бегаешь внизу. Тоже падать не советую. Но в целом, если с вами никого нет, ну нет какого-то контеста, то можно упасть, поделать какие-то контрактики. В принципе, аэропорт раньше был сложнее, сейчас его упростили, он интуитивно понятен стал. Но мне больше нравится вот эта область, потому что в ангарах очень много лута и на заводе тоже. В это место я падать не люблю, так называемые близнецы. Ну, собственно, из-за этих самых близнецов, так как ты там файтишься в этих домах от тебя, где бы ты ни был, расстреливают с вот этих 2 крыш. Это место мне не нравится. Можно, в принципе, падать вот сюда, но тут такая же проблема. Вот это здание, которое называется диско, оно все отстреливает. Вон там уже кто-то есть. Это, правда, пландер. Вот, но здесь и домов маловато, и по транспорту все слабо, и еще из дискача по вам стреляют. Storage Town мне не очень нравится. Во-первых, там всегда есть какие-то файты, а если там файты, то, сами понимаете, постоянно крысят в гаражах. Ты просто бежишь, и тебя в бок убивают. Не лучшая локация, плюс контрактов там мало. С бассейна могут чуваки тебя расстреливать сверху. С парковки могут приходить, да, на файт. Ну, я лично с Суперстора постоянно прихожу в сторож, всех убиваю, кто там файтится. Так что мне не нравится. Вот, отличнейшая локация, это Боньярд. В Боньярде лута, мне кажется, ну, примерно как в Даунтауне. Хоть Даунтаун и больше, там, раза в 4. Потому что, посмотрите, в каждом вот этом куске самолета лежат сундуки с лутом. Также есть дома, вот такие вот ангары, несколько штук. Очень много контрактов. Это рекордный спот по количеству контрактов.
максимальное количество. Лупы, баунти, вот чаще всего баунти. То есть, если я, например, не могу найти баунти, я понимаю, все, мне пора ехать в Боньярд. В Боньярде они всегда есть. Невероятное количество баунти стабильно в каждой игре. То есть, это не сейчас так прокнуло, это в каждой игре так происходит. Уф. Боньярд замечательная локация для того, чтобы лутаться. Но там сложно драться, так что если с вами кто-то будет, постарайтесь упасть подальше от них, полутаться, взять комплект, а потом уже с БПЛА идти их искать. Еще один отличнейший сейф-спот, который находится, кстати, достаточно близко к Боньярду, это Train Station. Не получилось сбить. Чем хорош Train Station? Это спот не популярный, сюда редко падают, но здесь очень много лута. То есть у вас на втором этаже куча спавнов, вот вы бежите, просто вот так быстро собираете предметы. Круто, когда в локации, куда ты падаешь, предметы разбросаны именно по земле, то есть тебе не нужно там, как в Storage Town, например, бегать и заходить в один гараж, в другой, в третий, ты тратишь время на то, чтобы потом поворачиваться и так далее. Здесь ты просто бежишь и собираешь предметы. Тебе даже сундуки часто не приходится открывать, ты просто вот так пробегаешь, как в Суперсторе. Чем хорош Суперстор, тем же хорош и Train Station. Ты просто бегаешь, собираешь предметы. Но Train Station это еще и сейвовый вариант, потому что сюда редко кто-то падает. Я помню, когда... Ну, он же был закрыт раньше полностью, потом его открыли, и сюда вообще никто не падал. Я в каждой игре просто дропался, находил 10 тысяч за минуту, брал ладаут, а магазины здесь спавнятся вот тут, вот тут, тут, вот здесь возле аптеки, здесь еще магазин. В общем, очень много магазинов вокруг, то есть 100% какой-то один магаз здесь будет. Файтиться, в принципе, удобно, вы просто разыгрываете либо с крыши, либо, например, со второго этажа, не подпускаете людей, которые с первого могут подняться. Ну, кстати, здесь есть варианты, как можно подняться, вот с улицы, например, вот отсюда. Вот такие вот штуковины есть, где тоже можно на второй залезть. В общем, тут надо аккуратно драться и хорошо изучать локацию. На крышу также можно многими способами забраться и изнутри по лестнице, и по зипкам, и вот так, как я сейчас показываю. Локация крутая, единственный минус по транспорту беда. Нет ни КамАЗа, ни вертолета. Ну, для меня это обычно не проблема. Ну, если для вас это проблема, то не падаем. Мой любимый спот после Суперстора это, пожалуй, госпиталь. Почему? Потому что здесь 100% вертолет, я на него падаю, сразу лечу на крышу и давлю вот так вот типов. Естественно, у них в начале чаще всего не бывает C4, тут просто в пландере у всех свои лодауты, поэтому такая неприятная ситуация приключилась. Также возле госпиталя часто проезжает поезд на старте, и вы можете упасть на поезд, например, собрать лут, и потом уже пойти в госпиталь. Я сказал Суперстор, я госпиталь имел в виду. Да, собрать лут на поезде, и после этого уже пойти файтиться в госпиталь. Даже если у вас нет вертолета, вы всегда можете пойти пешком в даунтаун, что-то здесь долутать, взять какие-то контракты, подраться. Чем крут госпиталь? Вы делаете начальные фраги на крыше, еще где-то. Чаще всего здесь есть магазин, тут 3 спавна, вот тут и еще один в лесу. И 4-й вот здесь еще. Вот, но там часто люди бывают, поэтому не рекомендую туда ходить. В общем, 3, в скобочках 4 магазина, верт у меня забрали. Достаточно много лута, потому что, опять же, вы просто бегаете, собираете предметы, которые лежат на земле, вам не приходится открывать кучу сундуков, там забегать в каждый домик, потому что, в принципе, лут лежит на земле. Вот этот склад очень богат на предметы. Есть вертолет. И что мне нравится больше всего, вы с этой локации можете отыграть любой круг. Круг ушел направо, вы спокойненько можете перебежать в даунтаун. Круг ушел на Суперстор. Вы, например, нажали бэпку, увидели кого-то на близнецах. Полетели, просто заняли близнец, там всех постреляли, кто внизу бегает. В общем, отличное место, вариативное, еще и с вертолетом. Еще и фраги можно вначале сделать. Еще и лута много. Ну все, разрекламировал госпиталь. Ну, для меня это, наверное, даже топ-1 спот. Все-таки, потому что вертолет позволяет быстро фармить фраги. Но в районе Суперстора больше людей все-таки падает, поэтому для киллрейса, я думаю, Суперстор будет лучше. Еще одна интересная локация, нестандартная, она никак не названа. Это кусок Promenade East. Здание вокруг вот этого магазина. Он чаще всего здесь спавнится, если его нет, то вот тут вот на площадке, ну там где аттракционы, там бывает магаз. Чем круто это место? Тут есть банк, в котором много денег спавнится, как ни странно. Вот этот дом не очень люблю лутать, там мало лута, да, и плюс ты долго лутаешься. Но, в принципе, если упасть вот туда,
плюс в банк, плюс подлутать, например, вот этот дом, шиномонтажку, то у вас чаще всего будут деньги на лодаут. Бывает такое, что я в госпитале еще не нашел даже 10 тысяч, а ребята вот тут уже закупаются. Достаточно частая ситуация. Ну, в принципе, Сергио тоже ресторанчик неплох для лутания. Но в целом променад, West променад East, в нем достаточно много денег, много лута. Да и контракты бывают. Но что мне в нем не нравится, это большое количество пятиэтажек вот этих дурацких, да, где люди сидят и их тяжело запушить, плюс они долго лутаются. Также, ну, в основном вся проблема в этих пятиэтажках, потому что вам и драться неудобно, и лутаться неудобно. Но в целом неплохие тоже места. Про края карты рассказывать не буду. Очевидно, что если вы прям максимально сейфплеите, то можете лететь там подальше от самолета на край карты, там хилс лутать, цветочек так называемый. Ну, я его так называю, на цветочек похоже. Порт, призен, это все такие сейф-локации. Подальше от самолета, знаете, прилететь, полутаться, взять лодаут и поехать. Вот чем хорош призен, там еще и вертолет спавнится вот тут. Насколько я знаю, 100% контрактов много. Но чаще всего призен очень далек от траектории полета самолета. Чаще всего он не в зоне, и вы там вынуждены очень быстро лутаться, потому что иначе вас первая зона накроет. Там нужно всегда следить за таймером зоны, чтобы банально от газа не задохнуться. Даунтаун — это, пожалуй, самая большая локация, ну, точнее, локация с самым большим количеством домов. Очень много домов. Стакан, Весна, как мы ее называем, Админка, отель. Это все очень высокие здания, в которых не так уж много лута. Много лута здесь в банке, вот в этом. Сейчас подъеду, покажу, чтобы вы понимали. Вот, в банке очень много лута. Еще и вертолет спавнится. В принципе, если бы я падал в даунтаун, я бы, наверное, падал именно сюда. Но чаще всего, если падаю, я просто приземляюсь на лупу. Потому что с лупы ты чаще всего находишь деньги на лодаут. Вот, у меня такой приоритет. Но фишка в том, что луп обычно не так уж много, и на каждую претендует несколько человек или несколько сквадов. Поэтому это не сейвовый вариант. Сейвовый вариант — это упасть на банк, засекьюрить вертолет, залутать его полностью и закупиться. Например, возле парламента магазин часто бывает, либо внизу вот здесь. Да, кстати, в даунтауне 2 спавна вертолетов, они далеко друг от друга находятся. Один на банке и один вот здесь. Но, насколько я знаю, здесь он не 100%, в отличие от банка, потому что он не в каждой игре есть. И мы подъезжаем к стадиону. Стадион переделали очень сильно, если вдруг кто-то еще не видел. Раньше он был закрытый, его было сложно лутать. Да, в нем было много лута, но лутать его долго и сложно, поэтому мне особо не нравилось. Сейчас же здесь можно пробежаться внутри, собрать какие-то сундуки. Можно побегать по трибунам, найти какие-то деньги, вот как я сейчас делаю. Плюс здесь добавили всякие будочки, домики, да, за место палаток. Тоже можно пройти полутать. И магазины спавнятся. В общем, неплохая лока, но если с вами есть люди, то это все очень сильно усложняет. Потому что очень много вот таких вот подъемов, где люди постоянно кемпят. И вы, допустим, вот так бежите, собираете какие-то предметы. Вот отсюда чувак выходит, или отсюда, или отсюда, или отсюда, и просто вас убивает. В общем, если вы в соло лутаете стадион, то это неплохое место. Но если с вами есть контест, то я бы не рекомендовал, потому что вы просто бежите по трибунам, пытаетесь найти какие-то деньги, а чувак нашел, там, не знаю, Пеллингтон, бам, просто ваншотнул вас, и все. Поэтому я лично в стадион не особо падаю. Когда рассказывал про TV Station, упомянул вот эту вот деревню. Хороша эта деревня тем, что там можно подфармить много фрагов, так как туда много людей падает, не знаю почему. Денег вы там не найдете, там бедные вот эти домики деревянные, в которых почти ничего не спавнится и лутаешься долго. Про что я не рассказал? Наверное, только про Ламбер и Фармленд. Давайте я еще раз посмотрю. Ничего я не упустил вроде. Ну да, по-моему, про все рассказал. Здесь вот есть кемп. Там люди постоянно на крыше крысят, поэтому я такие локации не люблю. Я уже рассказывал ранее. Ну да, остается только Ламбер и Фармленд. Для меня это вообще как одна локация, потому что оно плавно перетекает из одного в другое. Много контрактов, много домов с лутом, но долго лутаешься, почти нет транспорта, находится на краю карты,
и неудобно драться. Здесь, кстати, в Фармленде добавили церковь. Вот она, по-моему, на меточке, если я не ошибаюсь. Но в целом я вам расписал все. Вы просто бегаете, лутаете дома, и рано или поздно с соседнего дома вам прилетает спрей. Либо вообще там ваншот какой-нибудь со снайпы. Плюс здесь добавили церковь, в которой можно сидеть, кемпить наверху. Там, по-моему, как-то можно даже на самый верх подняться. Ну, чуваки просто вот так сидят, контролят. Вы там лутаетесь, вышли на дорогу, получили сразу. В общем, Фармленд мне не очень нравится. Ну, разве что из-за контрактов. На самом деле, есть такие локации, куда выгоднее всего падать после ГУЛАГа. Вот, допустим, вы выиграли ГУЛАГ, вас очень часто спавнит над Salt Mine, над бывшим Квори, и там всегда есть какой-то лут, потому что его полностью невозможно пролутать. Всегда есть какой-нибудь контракт. И то же самое с Фармлендом. Вас часто спавнит вот в районе даунтауна, можно в Фармленд полететь, подлутаться. В принципе, это такие споты, куда лучше падать после выигранного ГУЛАГа. Ну, вроде как все вам, ребят, рассказал. Давайте подведем какие-то итоги. Лучшие споты для агрессивной игры — это у нас Суперстор, Госпиталь и, возможно, Train Station, потому что с Train Station вы можете прожать БПЛА и пойти как в Prominent East фармить фраги, так и на Близнецы, Суперстор, дальше аэропорт и так далее. Это вот такой вот треугольник для любителей агрессивной игры. На самом деле, вот то, что я говорил про Train Station, то, что туда редко падают, это уже неверно, потому что я его так, знаете, разрекламировал на стримах. Я постоянно говорил, что странно. Типа, почему такая богатая локация на деньги, и сюда никто не падает, и все-таки начали падать в каждой игре. Хотя бы один сквад с вами будет. Так что это я все-таки назвал бы спотом для агрессивной игры. Ну и даунтаун сюда можно тоже приплюсовать. Суперстор, Train Station, Госпиталь. Это такие тир-1 споты для агрессивной игры. Госпиталь. Поезд забыл назвать. Вот, но поезд рандомный, он спавнится в разных точках карты, но чаще всего он либо здесь, в районе Променада, либо здесь, возле туннеля спавнится, либо вот тут. То есть чаще всего в 3 местах он спавнится. Не знаю, видимо, у него какие-то определенные спавны все-таки прописаны, то есть это не полностью рандом. Да, для агрессивной игры вот эти 4 спота, и можно прибавить даунтаун. Насчет даунтауна не уверен, потому что там неудобно драться. Очень долго ты поднимаешься по лестницам. Если пользуешься лифтом или зипкой, то тебя чаще всего убивает кемпер какой-нибудь. Так что даунтаун я бы все-таки не называл бы. Дальше, лучшие споты для сейвового отыгрыша. Для меня, наверное, это Боньярд. Из-за обилия контрактов там очень много баунти, очень много скавенджеров, да, луп. Очень много рекон-контрактов, это флажочки. Вы можете банально, не знаю, выполнить там 800 этих реконов, увидеть последнюю зону и в нее залететь еще на верте, потому что тут верт есть. Отличнейшая локация, Боньярд. Также для сейвового отыгрыша мне нравится Милитари база. Но это даже, знаете, не сейвовый отыгрыш, а такой умеренный, потому что и в Милитари, и в Боньярде с вами люди будут. Можно прибавить вот это место, получается, восточная часть восточного променада. Тут достаточно жирные домики, можно очень быстро найти деньги на лодаут и потом пойти уже файтиться в город, в госпиталь или товарищей своих по променаду. Ну и нравится мне Salt Mine из-за количества денег, из-за количества контрактов, но там, я уже повторюсь, есть проблема с транспортом, плюс вам очень долго добираться до многих кругов. Если левый круг, то вам, ну, прям очень долго ехать. Еще и можете по пути кого-нибудь встретить, кто вас высадит там или взорвет со стрелы там или еще чего-нибудь. Ну и для супер сейвового розыгрыша просто летите подальше от самолета и лутайте какие-нибудь вот эти домики, да, Hills, Prison, Farmland Lumber. Ага. Ой, голову дал. Пожалуйста, попади. Найс. Видос не без хайлайтика. Даже гайд. Да, и порт тоже достаточно сейвовая локация. В принципе, вот эта часть карты, вот, я ее обвожу, для сейвового отыгрыша отличная, если она находится далеко от самолета. А самолеты часто бывают вот такие диагональные, да, над госпиталем, над суперстором. И вот в эти места мало кто полетит. Если вы новичок и думаете, как вам отыгрывать, с какого спота, то я бы выбирал на вашем месте как раз умеренные споты, типа Боньярд или Милитари база. Вот, но если вам сложно в таких спотах, то выбирайте что-то более сейвовое.
вот эти, Salt Mine, ну, либо вот эти дома, как я уже сказал. Если бы я этот ролик записывал на старой карте, я бы тут еще рассказывал вам про различные бункеры, которые можно открыть, используя код, или вообще без этого просто зайти полутать. Но на Верданске 84, к сожалению или к счастью, этих бункеров нет, пока нет. Скоро, скорее всего, появится какая-нибудь шахта, потому что уже сливали изображение. Ну, какой-то чувак каким-то образом случайно попал внутрь этой шахты, в которую пока что нельзя зайти. И там вроде как достаточно много лута, много сундуков. Вот, пока непонятно, как туда можно будет попасть. Когда это появится, мы обязательно эту локацию тоже отдельно покажем уже в другом ролике. Ну а на этом у меня, наверное, все, ребят. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, если вдруг не поставили до сих пор. Подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик. У меня как раз закончилась игра тут. Подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Пока-пока.